прямо сейчас я взбудоражен ровно двумя вещами. Привет, кстати. Первое – это непонятно откуда взявшаяся, объявшая моему организму войну аллергия, а второе – это Академия Filmova Olomouc, также известный как Academy Film Olomouc, кинофестиваль научно-популярного кино в Оломоуце. Холодно, кстати. Как у любого уважающегося фестиваля, у АФА есть мерч. И в этом году они к мерчу выпустили набор наклеек под названием Healing Kit, то есть это набор для заживления. Выполнены эти наклейки в форме пластыря, как вы можете увидеть, и нанесены на этот пластырь надписи, которые отражают тематику данного фестиваля. Это, например, Science, потому что это научно-популярный фестиваль. Это Украина и поддержка Украины, потому что там сейчас идет специальная военная операция. Это Peace, потому что все-таки нашу планету помимо Украины сейчас раздирает множество различных военных конфликтов, которые бы по-хорошему нужно прекратить. Это слоган Watch and Know, это слоган фестиваля, который он получил в 2007 году, и переводится этот слоган как «Смотри и знай». Твоя мама, потому что твоя мамаша всегда на повестке. Также сюда нанесен, например, стикер Girl Power, потому что проблемы феминисток также волнуют тех, кто организует этот фестиваль. Например, университет Палацкого, потому что это одно из мест, которое помогало в организации и помогает в организации фестиваля. В общем, с помощью этого Healing Kit, с помощью этого набора для заживления можно отклеить стикер, приклеить его куда-нибудь и таким образом постараться как-то заживить свою проблему. У меня, например, самый жизовый стикер — это Need a Hug. Объятий, конечно, не хватает, да. Это, кстати, кофе из кофейни Piccolo. Это, наверное, самый вкусный чай-латте. Ну, если не в Чехии, то в Оломouце точно. Прямо сейчас я нахожусь в здании бывшего иезуитского монастыря, который теперь является художественным центром университета Палацкого. Именно сюда фестиваль перенесли из Музея национальной истории в Праге в 2007 году. Собралась как-то Чехословацкая академия наук и такое заведение, как краткий фильм Прага, который можно перевести как короткий метр Прага, и решили провести кинофестиваль. Им очень понравилась идея фестиваля, которая проходила в городе Падус в Италии. Там фестиваль проводился на территории университета. И вот начали, наши чехословацкие ребята искать место, где бы провести, и выбор пал на университет Палацкого, потому что в 60-х годах здесь было довольно сильное и активное такое ядро студентов, которое проводило разные арт-фестивали и арт-движения. Фильмы, которые демонстрировались в рамках данного фестиваля, были довольно замороченные. Например, что такое погода, почему она меняется, происхождение света и прочее. Но основная идея была не привлечь на этот фестиваль людей, которые специализируются на этих вещах или на каких-то узких частях науки, а наоборот, сделать фильмы интересными и познавательными для обычных людей, для студентов, для школьников. И фестиваль прошел, он получил положительные отзывы, и спустя год его назвали АФА, Академия Filmova Olomouc. Фестиваль рос и развивался, в какой-то момент он становится международным. К сожалению, после революции у него начинаются проблемы с финансированием, потому что это все как-то на некоммерческой основе проводится. Действительно, вот этот фестиваль с кучей разных активностей, с музыкальными мероприятиями, с выставками, с дискуссиями, с показом кино, он бесплатный. При регистрации просто можно выбрать, например, какую-то специальную регистрацию, то есть там за 1000 крон или больше, чтобы получить какие-то дополнительные плюшки, но в целом вся программа фестиваля, она в большинстве своем доступна для тех, кто выбрал бесплатный тир. Это восхитительно. Собственно, решая эти проблемы с финансированием, фестиваль обратился к частному сектору, а не только к государственному, и каким-то образом выжил. Как я уже сказал в начале, в 2001 году его перенесли в Прагу, в Музей национальной истории, но потом он вернулся на родную землю в Оломоуц, в университет Палацкого. Отличительной чертой АФА являются вышеупомянутые дискуссии. То есть в рамках фестиваля не просто показывают какие-то хитроумные фильмы, но еще приглашают людей, чтобы они провели панели, мастер-классы, те же самые дискуссии.
То есть человек приходит не только насладиться чем-то, но и научиться чему-то новому. Watch and know, как гласит слоган фестиваля. Также здесь проводятся отдельные мероприятия для детишек. Есть отдельная секция с концертами, которая называется Music is Science. Я, например, во вторник ходил на концерт, как бы диджей-сет двух ребят. Играли они такой брейкбит IDM. Было очень необычно, это очень отличается от того, что я обычно слушаю, но было прикольно и послушать, и подвигаться, и потанцевать, в общем. Приятное времяпрепровождение. В общем, АФА — это фестиваль, на котором каждый может найти что-то для себя. Все, на этом заканчивается историческая теоретическая справка про АФА, и дальше я буду просто показывать вам, как проходит сам фестиваль, потому что это влог на YouTube. Здесь нужно делиться эмоциями и впечатлениями. Apprisca, diretto,